Хошимин никогда не спит. Этот огромный вьетнамский мегаполис дышит раскаленным выхлопным газом, ароматами специй и влажной жарой, которая тяжелым покрывалом опускается на улицы еще до восхода солнца. Здесь ритм жизни задают сотни тысяч мопедов. Их непрерывный гул сливается в единый поток, прорезающий узкие переулки и широкие проспекты. Для человека этот город — кипящий котел возможностей, но для маленького беззащитного существа он превращается в лабиринт опасностей. В одном из таких переулков началась история двух маленьких жизней. Они появились на свет в мире, где за каждый глоток воды и каждую крошку еды приходится вести жестокую борьбу. Старший щенок был едва ли больше взрослой кошки. Его шерсть пропиталась городской пылью и дождевой грязью. Но, несмотря на собственную слабость и выпирающие ребра, в нем с первых дней горел огонь ответственности. Рядом с ним находился младший дружок, совсем крошечный комок, который едва научился уверенно ходить. Они не знали, где их мать. Щенки остались одни среди гигантского равнодушного мира. Для прохожих они были лишь частью городского пейзажа. Люди перешагивали через них, спеша по своим делам. Мопеды проносились в миллиметрах от их носов, а владельцы уличных лавок прогоняли их метлами, едва те пытались приблизиться. Когда на Хошимин обрушился очередной тропический ливень, превращающий улицы в бурлящие реки, малышам некуда было спрятаться. Вода заливала их укрытие под ржавым контейнером. Холодный поток прижимал шерсть к телу, и маленькая кроха задрожала от ужаса и холода. Именно тогда произошло то, что позже тронет сердца миллионов людей. Старший щенок, сам едва державшийся на ногах от страха и голода, подошел к своему маленькому спутнику. Он не искал сухого места для себя одного. Он прижал младшего к бетонной стене, обнял его передними лапами и прижался к нему всем телом. Это не был случайный жест. Старший изо всех сил старался заслонить малыша от ледяных капель и от шумного, пугающего мира. Каждый раз, когда мимо с грохотом проезжал грузовик или кто-то из прохожих громко кричал, старший щенок сжимал свои лапы чуть сильнее. В его широких, полных испуга глазах читалась недетская решимость. «Пока я жив, с тобой ничего не случится». Они пробыли в таком положении долгие часы. Маленький щенок уткнулся носом в грудь старшего, чувствуя мерный стук его сердца. Это сердцебиение стало для него единственным ориентиром безопасности. Старший щенок едва мог позаботиться о себе, но он держал друга так, словно был могучим стражем, охраняющим самое дорогое сокровище. Что пришлось пережить этим двум крохам за их короткую жизнь? Сколько ночей они провели в темных подворотнях. Их недоверчивость к внешнему миру выражалась в каждом движении. Они боялись протянутой руки, боялись громких звуков, боялись самой тени человека. Единственным источником тепла и доверия друг для друга оставались они сами. Судьба изменилась в один из жарких полдней. Щенки, обессилевшие от жажды, забрели в тихий переулок, примыкающий к одной из древних буддийских пагод Хошимина. Здесь воздух был иным, пахло сандалом, цветущими лотосами и свежей зеленью. Однако малыши не знали, что это за место. Для них это была очередная незнакомая территория, полная опасностей. Они залегли у подножия каменных ступеней, ведущих к массивным деревянным воротам. Старший щенок снова привычным движением обнял младшего лапами, уткнувшись подбородком в его макушку. Оба замерли, ожидая, что сейчас их снова прогонят. В этот момент тяжелая деревянная дверь тихо отворилась. На пороге появилась монахиня в просторном сером одеянии. Ее взгляд упал на маленькую кучку у подножия лестницы. Обычно уличные животные пытаются убежать при виде человека, но у этих двух малышей просто не осталось сил. Монахиня остановилась. Ее сердцу открылась картина, от которой сжимается грудь. Два маленьких исхудавших щенка, один из которых изо всех сил защищает другого, судорожно сжимая его в лапах.
В буддийской традиции сострадание к живым существам — это основа бытия. Монахиня медленно присела на корточки. Она не стала делать резких движений. Вместо этого она тихо опустила руку на уровень их глаз и замерла, давая им возможность привыкнуть к ее присутствию. Старший щенок зарычал, тихо, жалобно, пытаясь отпугнуть чужака, но его лапы продолжали крепко удерживать младшего. Однако в мягком взгляде монахини не было угрозы. Постепенно рычание сменилось тихим поскуливанием. Монахиня осторожно протянула кусочек свежего вареного риса. Голод взял верх. Старший щенок аккуратно взял еду, но не съел все сам. Он подтолкнул носом кусочек к младшему. Это окончательно тронуло сердце женщины. Не раздумывая больше, она осторожно обернула обоих щенков в край своего мягкого шарфа и подняла их на руки. Впервые за свою жизнь щенки ощутили тепло человеческих рук, в которых не было насилия. Когда ворота пагоды закрылись за их спинами, шум хашимина мгновенно отступил. Внутренний двор монастыря напоминал зеленый оазис. Здесь журчала вода в фонтане с лотосами, курился благовонный дым, а по каменным плитам тихо ходили монахини в скромных одеждах. Для щенков этот новый мир был непонятен. Когда их опустили на мягкую ткань в теплой комнате, они не кинулись исследовать помещение. Первое, что сделал старший щенок, снова обнял младшего. Он продолжал держать его в объятиях, словно боясь, что все происходящее лишь сон, и стоит ему разжать лапы, как они снова окажутся на раскаленном асфальте. Монахини не стали навязывать им свое общество. Они налили в миску чистой воды, приготовили мягкую пищу и оставили малышей в покое, давая им время осознать — они в безопасности. Первые несколько дней прошли в тихой адаптации. Щенки почти не выходили из своего уголка. Каждое резкое движение заставляло старшего сжимать лапы вокруг своего друга. Но день за днем тишина и доброта монастыря делали свое дело. Монахини регулярно обрабатывали их ранки, отмывали шерсть и ласково разговаривали с ними. С каждым днем взгляды щенков менялись. Из них постепенно уходил тот лихорадочный страх, который преследует всех уличных животных. Шерсть малышей стала чистой, а в глазах появился живой блеск. Они начали понимать, эти люди не причинят им вреда. Здесь никто не бросит в них камень, здесь всегда есть еда и теплая постель. Прошло несколько недель, и маленькую парочку уже было не узнать. Из зашуганных уличных заморышей они превратились в здоровых и жизнерадостных собак. Они начали исследовать каждый уголок монастырского сада, с любопытством наблюдая за рыбами в пруду. Однако их удивительная связь никуда не исчезла. Хотя старшему щенку больше не нужно было защищать младшего, их привычка быть вместе стала еще крепче. Они спали, уткнувшись друг в друга, вместе ходили по территории пагоды и повсюду следовали за монахинями. Самым трогательным зрелищем для всех посетителей храма стало то, как щенки начали присутствовать при утренних молитвах. Каждое утро, когда над хашимином только начинало рассветать, монахини собирались в главном зале пагоды. В зале царил полумрак, горели свечи, звучал ритмичный удар деревянной колотушки «мокугё», и над храмом разносилось тихое пение сутр. Щенки приходили в зал вместе со всеми. Вместо того, чтобы бегать или играть, они садились рядом со своими спасительницами. Старший щенок усаживался на задние лапки, выпрямлял спинку и замирал в удивительно ровной позе. Его передние лапы были аккуратно сложены перед ним, а глаза полуприкрыты. Маленький дружок усаживался точно так же рядом с ним. Это выглядело как настоящая поза дзен. Казалось, что маленькие существа, пережившие столько страданий на городских улицах, действительно поняли суть монастырской жизни, умение ценить момент тишины и покой. Они словно медитировали вместе с монахинями. Для них эта форма медитации была выражением высшей благодарности за спасение.
Они больше не были невидимыми сиротами. Они стали частью большой и дружной семьи. История двух щенков из Хошимина быстро вышла за пределы монастырских стен. Фотографии, сделанные монахинями, на которых один щенок трогательно обнимает другого на улице, а затем они вместе медитируют в храме, облетели весь мир. Люди по всему земному шару всматривались в эти кадры и находили в них глубокий смысл. Эта история напоминала о том, насколько сильной может быть преданность и любовь даже у самых маленьких существ. Если щенок, сам едва живой от голода и страха, способен проявлять такую заботу о другом, то на что же способен человек? Сейчас эти два дружка живут в полной безопасности и любви. Их дни наполнены радостью, вкусной едой и тихими вечерами в кругу монахинь. Старший щенок больше не прижимает младшего с отчаянием и страхом. Теперь, когда он обнимает своего друга во время сна, это лишь проявление нежности и теплоты. Они прошли долгий путь от холодных улиц Хошимина до благоухающего сада буддийской пагоды. Их история стала живым напоминанием. Даже в самых темных уголках мира всегда есть место для искреннего сострадания, способного подарить спасение и вечный покой.